Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал. Собирался, кстати, записывать эту часть ролика на улице, на террасе, но так уж вышло, что пошел дождь и пришлось переместиться в помещение, в квартиру. Прежде чем я перейду к деталям и к подробностям о том, о чем же все-таки будет этот канал, я бы хотел для начала рассказать совсем немножко о себе. Итак, меня зовут Максим, или просто Макс, и я живу в Осло, в норвежской столице. Сюда я переехал примерно 2 года назад по работе. Меня пригласили работать в норвежскую компанию, а вообще занимаюсь я разработкой программного обеспечения, то есть программист. Вообще я очень люблю общаться с людьми и считаю себя экстравертом. Это может стать проблемой для людей, которые любят знакомиться и не выносят быть в одиночестве. Потому что скандинавы, а норвежцы в особенности, как известно, и как мне, конечно же, было неизвестно до тех пор, пока я сюда не переехал, люди достаточно закрытые и любят и очень ценят свое личное пространство. И, скажем так, ворваться в их узкий круг друзей и знакомых весьма, на самом деле, непросто. В связи с этим приезжему, да иногда и самим норвежцам, да, которые, например, приезжают в столицу из других уголков страны, может быть достаточно сложно сдружиться и познакомиться с новыми людьми. По личному опыту, на самом деле, могу сказать, что в других странах Скандинавии, например, в Швеции или в Дании, на мой взгляд, ситуация немножко лучше. То есть люди там немножко более открытые и немного более склонны к общению с посторонними. Но, тем не менее, все равно ситуация весьма и весьма плачевная. Так уж сложилось. Это зависит от огромного количества разнообразных факторов, да, то есть на это может влиять ваш собственный характер, ваши привычки, ваша манера общения. На это также может влиять место работы и место вашего жительства, да, то есть если вы живете где-то на окраине города или вообще за городом, то, разумеется, завязать общение там может быть гораздо сложнее. То же самое касается места вашей работы, да, то есть если вы работаете в основном с людьми, которые гораздо старше и имеют семьи и детей, то, скорее всего, вам не о чем будет с ними поговорить за пределами работы, да, но если вам повезло, и вы работаете в месте, где, допустим, работают другие иностранцы или просто даже норвежцы, которые ближе к вам по возрасту и так далее, то, в принципе, все возможно. Знаю, что эта тенденция меняется, но например, в Украине, откуда я, кстати, родом, к сожалению, с английским все пока еще не очень. Поэтому буду периодически, помимо прочего, делать вставки на английском в моих последующих видео. Идея создать этот канал появилась у меня еще давно, еще до переезда. Но постоянно какие-то отговорки о нехватке времени, о других более приоритетных делах и задачах мешали мне это сделать. Да, и, кстати, огромный клубок различных сомнений тоже никак не помогал в этой затее. Сомнения о том, что кому-то будет интересно смотреть этот канал, что этот канал будет оригинален и так далее. Я постоянно думал о том, что на YouTube и так уже полно различного контента и что мне нечего будет добавить. It's too much. Excuse me, it's too much. И плюс я не был уверен, о чем же я все-таки хочу на самом деле рассказывать, да? А сразу после переезда в Норвегию у меня появилось огромное количество других забот, и было на самом деле просто не до этого. Потом ударила пандемия, все здесь позакрывалось в определенный момент, бары, рестораны, залы, спортивные заведения, и в без того интровертной Норвегии стало еще более интровертно и угрюмо. Тут-то я и начал задумываться о том, что пора бы заняться чем-то еще, помимо просто работы. И примерно в этот момент я начал заниматься спортом, а конкретнее калистеникой. Что такое калистеника? Калистеника — это использование своего собственного тела для разнообразных упражнений, да?
простой калистеники относятся отжимания от пола, подтягивания на турнике, отжимания на брусьях и так далее. Но на самом деле это не все, и в калистенику также входит огромный перечень других умений и скиллов, которые на самом деле выглядят достаточно впечатляюще. Собственно, об этом и о моем пути в калистенике я и планирую снимать дальнейшие видео. Разумеется, этот канал будет не только про спорт и не только про калистенику, так как я нахожусь в Норвегии, в замечательной и красивой стране, о которой я могу рассказать много чего спустя 2 года жизни здесь. Я буду периодически делать и это тоже. И к тому же границы открываются сейчас, перемещаться по Норвегии становится все проще и проще. Также я почти получил права. Да, и как только я их получу, я рассчитываю поездить по стране и поснимать эту замечательную природу, которая, к счастью, в Норвегии недостатка не наблюдается. И, так сказать, разнообразить мой спортивный контент фьордами, скалами, а позже, возможно, и дронами. Да, и сразу хочу упомянуть, что в создании видео я на самом деле полный профан и никогда этим не занимался, поэтому вполне ожидаемо, что первые несколько роликов или несколько десятков роликов даже будут выглядеть достаточно кустарно, поэтому не судите строго, и я надеюсь, что со временем и с вашей помощью тоже, с комментариями и с предложениями качество роликов и канала будет расти. К счастью, здесь огромное количество контента на YouTube приходит на помощь. Так уж вышло, что я слежу за достаточно большим количеством других ютуберов, в основном западных или европейских, что дает мне возможность учиться не только на своих ошибках, но и на их ошибках тоже. И перенимать какие-то наиболее интересные и прикольные штуки, переходы. Поэтому то, что вы здесь видите, это не только плод моего воображения, но и плод воображения бесчисленного количества других людей, которые уже давно на площадке, отточили свое мастерство и знают, что делают. На самом деле